7 советов по планировке садового участка. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Благоустройство загородного участка начинается с планировки, которая на первый взгляд считается несложной процедурой. В действительности, чтобы сделать правильное зонирование территории, необходимо иметь специальные знания, особенно если участок обладает неправильной формой или располагается на склоне. Наши советы помогут разумно разбить землю на зоны и избежать некоторых проблем. Планировка, составление и наброска плана. Целью любой планировки является достижение максимально удобного расположения всех необходимых построек, выбор оптимального места для растений и организация декоративных деталей ландшафта. В предварительной планировке лучше разбить территорию на участки для размещения жилого дома, хозяйственных построек, зоны отдыха, сада и огорода. На основании результатов можно составить предварительный план. Его удобно делать на миллиметровке, что позволит точно прорисовывать границы постройки. Если не получается сделать всю работу правильно, следует обратиться к знающим людям. 4 момента, на которые стоит обратить внимание. Любой земельный надел позволяет проявить фантазию в распределении объектов. Удачная планировка зависит от места расположения дома, хозяйственных построек, садово-огородной зоны, места для отдыха. Учитывается рельеф местности, форма участка, тип почвы. Культуры следует размещать на солнечном участке, беседку и зону для мангала в тени, хозяйственные постройки там, где они не будут бросаться в глаза и нарушать функциональность территории. Дом же является точкой отсчета для остальных элементов. Обустройство участка правильной формы. Наиболее часто встречающимся вариантом является участок правильной прямоугольной формы. Это упрощает процесс проектирования. Возведение дома происходит недалеко от въезда на территорию. При этом главный фасад с верандой должны смотреть на юг или юго-восток. Площадь зеленых насаждений должна превышать площадь застройки. Если дополнительные элементы будут занимать более 40% площади, то такая планировка будет неэффективной. Вокруг забора можно устроить живую изгородь. Гараж лучше расположить вблизи от ворот, чтобы он не занимал много места. Палисадник возводится длиной от 6 до 10 метров. В нем разбиваются цветник, высаживаются декоративные растения или кустарники или газон. Хозпостройки располагаются за жилым домом. Растения высаживаются не ближе 5 метров от стен главного сооружения. Зона отдыха обустраивается согласно предпочтениям семьи. Обустройство участка неправильной формы. Иногда земельный надел приобретает неклассическую форму. Многие думают, что сложно обустроить ромбовидный, трапециевидный или треугольный участок. Однако, если приложить больше усилий, времени и воображения, то из проблемной территории получится уникальная собственность. Впрочем, опытные дачники советуют обратиться за помощью к профессионалам. Использование узоров при мощении. Ритмичный узор покрытия дорожек, не учитывающий направление границ, эффективно отвлекает внимание от неправильной формы территории и других проблем. Для декорирования лучше брать мелкую плитку, мозаику, природный камень. Они усложнят пространство и сделают его более динамичным. Использование природного ландшафта. Оформление в пейзажном стиле считается популярным подходом при обустройстве садового участка. Он подразумевает создание плавного перехода между зонами, чтобы получилась атмосфера близости к природе. Для этого лучше высадить свободно растущие деревья, вьющиеся растения, объемные травы и кустарники. Использование акцентов. Если форма участка далека от идеала, то наибольшую проблему при планировке будут доставлять углы. Справиться с ней помогают 2 приема с противоположным действием. Этот эффект фокусировки внимания, посадка необычных растений, установка скульптур или каскада и маскировка, подразумевающая, например, посадку растения с пышной зеленью. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.